Когда я начала петь в группе, нам было по 15 лет. Шурил безумно любил группы «Король и Шут», «Тараканы», «Элизиум». Кстати, именно наслушавшись «Элизиума», он захотел, чтобы в группе непременно пела девочка. Когда мы только начинали играть, в поп-панк-тусе были популярны такие группы, как «Супермаркет», «Дергать», «Берлин», «Смех», «Порт 812» и так далее. Постепенно мы тоже проникли в тусовку, познакомились со многими классными и идейными ребятами. Кто-то из групп той поры до сих пор номинально существует. Кто-то давно забросил музыку, это не приносящее денег увлечение. Мы видели, как сдаются другие. А многие откладывали музыку на потом. Проблема в том, что потом никогда не наступает. 3 года назад на этой самой студии мы начали записывать свой второй полноценный альбом «Город без сна». Мы думали, что это будет очень крутая пластинка, которая вознесет нас на вершину музыкального Олимпа, сделает популярными. Но все пошло немного не так. Мы ждали чуда, а чудо не случилось. Примерно за 2 недели до презентации альбома наш барабанщик Коля объявил нам, что уходит из группы. Мы планировали тур, мы планировали заниматься альбомом, но... Его позвали играть в Чачу. И он согласился, каждый бы из нас согласился, это хорошая возможность, большие перспективы. Опыт. А потом мы полгода искали барабанщика. Хозяин, может, ты что-нибудь слабаешь? Иди сюда. Сегодня Максим написал, что не сможет репетировать в ближайшие 2 недели. И вообще он, по-моему, не знает, когда сможет репетировать в следующий раз. У него беременная жена, она плохо себя чувствует, и он не может ее оставить. Кроме того, они едут в Питер, и наша идиллия просто разваливается на куски. Я не сразу сказал, что не надо делать поспешных выводов. Надо сначала привыкнуть друг к другу. И это говорит человек, который с первым же барабанщиком тут же начинает обсуждать все аспекты. Ну, это святое. Ладно, чуваки, мы решили репетировать втроем, во всяком случае, пока. На данном этапе мы сделаем это следующим образом. Мы будем играть с плейбэком, то есть мы организуем метроном, барабаны через компьютер. Это будет поддерживать нас в игровой форме, но мы физически будем существовать как группа, у нас будут репетиции. Вася, ты готов репетировать без барабанщика? А поиграй ми на перегрузе. Пацаны пытаются найти подходящий звук баса. Ты настроила вокал? Да. Я всегда мечтал замутить свою домашнюю студию звукозаписи. В прошлом году удалось купить кое-какую аппаратуру, там звуковую карту, MIDI-клавиатуру, микрофон. Я стал работать со звукозаписывающими программами и делать демо в домашних, а иногда и полевых условиях. Мы давно хотели играть с подкладами, это действительно звучит круто. Многие серьезные артисты весьма успешно этим пользуются. Приходится смотреть обучающие ролики, много гуглить, постоянно задавать вопросы. Также мне нужно подготовить подклад для наших репетиций. Я колки попью, пожалуйста. Давай попробуем. У вас барабанщик новый? Это концерт? Да нет, на самом деле, никакого нового барабанщика. Чё так? Потухло. Там ситуация мутная немножко получилась. Чувак не мог репетировать. Он и не хотел особо репетировать. У нас материал куча, хочется уже играть. Вот, к тому же я у него на днях став забирал. Такой, вот, и выяснилось, что он вообще переезжает за 350 км от Москвы, что у него беременная жена. Короче, с музыкальной карьерой. Я на самом деле заранее решила, то, что, наверное, ничего не получится, и мы просто ждали, то, что он как-то активность какую-то проявит. Что вам опять делаете?
Ну, мы будем продолжать музицировать, как бы мы будем собираться на репетиции, просто будем играть под ноутбук в плейбэк. Попробуем делать так. А на концерты будем кого-нибудь из друзей звать? Да, потому что сейчас главное не останавливаться. Музыкант – такая же профессия, как учитель, доктор, строитель. Ну да, немного не такая же. Прежде чем начать зарабатывать собственной музыкой, музыкант должен вложить немало средств и сил в то, что он делает. В какой-то момент, в связи с развитием интернета, люди перестали покупать музыку, и мир звукозаписывающих компаний обрушился. Сейчас каждый хочет слушать музыку, но почти никто, особенно в нашей стране, не хочет платить за нее. Хотя на ее создание были потрачены тысячи долларов, миллионы нервных клеток и сил. К сожалению, начинающим музыкантам музыка не приносит стабильного дохода, поэтому и мы вынуждены зарабатывать разными другими способами. Сегодня я нахожусь на киностудии «Мосфильм», где проходит подготовка к съемкам нового телешоу «Артист» на телеканале «Россия-1». Я здесь работаю переводчиком. В данный момент происходит тренировка в приложении, потому что в новом шоу люди должны будут голосовать через приложение за артистов, за тех, кто будет петь. И мне, конечно, очень жалко, что я не могу участвовать в этом шоу. Я только смотрю на него со стороны. Но, тем не менее, здесь мне удалось завести пару полезных контактов, которые, я надеюсь, приведут меня к цели. Водителем? Торговым представителем. Колбасным торговым представителем кассе рассказывай всю правду. Это вызывает диарею у людей. Да, эти точки говоришь, что купить колбасу. Кощей, расскажи, как ты предлагаешь им колбасу. Выходит, вываливает. Для многих музыкантов финансы, в конце концов, играют решающую роль. И они либо зарабатывают в кавер-группах, исполняющих известные хиты, или вовсе оставляют занятия музыкой. На данном жизненном этапе Макс выбрал заработок, и наши пути разошлись. Но мы все же успели отыграть живой эфир для программы телеканала InStyle TV. И это было круто. Мы подготовили вместе хорошую, сильную программу. Жаль терять такого талантливого барабанщика. Сегодня My Rock Band принимает участие в съемках программы для InStyle TV. Наши музыканты, как всегда, очень воодушевлены, но на самом деле мы готовились серьезно к этому мероприятию, и я надеюсь, что все получится очень круто, потому что чуваки выставляют нереальный свет, и я думаю, со звуком мы даже подкачаем. Скажите привет. Привет по-шотландски. По сути, все то же самое происходило, когда мы просто были с барабанщиками. Мы также собирались на репе и просто репали. Единственная разница в том, что при предложении концерта у нас был барабанщик. Нам не приходилось думать, кто будет сидеть в установке. Сейчас нам надо будет думать. Если нам кто-то что-то предлагает, какое-то мероприятие, то мы должны на ком-то остановиться. Да, и думать еще по поводу того, сколько денег заплатить. С другой стороны, я сидел, есть записано. Да, но на это все равно нужно время. Чёртовы барабанщики. Они правда задолбали меня. 7 октября будет мероприятие. Это на Кинс. Это большой коттедж, и это тусовка видеооператоров. Операторы едут тусоваться. У них большой путеж. Они там пансионат, вот, они едут на 3 дня типа отдыхать. Им нужна живая группа. Ну, типа, да, важен сам факт. Вот. И они предлагают бартер. Они не платят нам бабло, но они могут снять нам как бы портфолио. Что есть портфолио? Ладно, На самом деле, Заглушить боль улыбкой проще.